Всем добрый день, дорогие друзья. Я сейчас хочу подарить вам всем уникальный ритуал. То, что я имею право дарить только после 35 лет. Я сейчас вам объясню, к чему, зачем, почему этот ритуал нужен и как он вам поможет. Дело в том, что становление ведьмы – это очень трудный процесс. И это происходит с помощью определенных жертв. Это происходит, когда ведьма перешагивает через себя, когда она жертвует очень многим, когда она отдает себя во служение силам, богам, духам. И взамен за это получает благодарность, благословение, помощь, силу. Запомните одну вещь. Если ведьма за вами закрепила определенное слово, неважно, было это у вас в судьбе или не было, но если она вам сказала «будет так», так и будет. Я говорила, что до 40 лет ведьму очень сильно испытывают и мучают. Она может очень много что потерять, она может с нуля начинать. Она, как правило, человек разносторонне развитый. Однако в то же самое время на ее пути встречаются и враги, и недруги, на ее пути встречаются испытания. Это все ее закаляет, делает ее очень сильной. Со временем пространство начинает ей подчиняться. Ведьме стоит подумать, и ей уже приносят то, что она хотела. Ее мысли становятся живыми, и ее слова становятся живыми. Она замечает за собой, что опасно ей лишнее говорить, потому что это сбывается. Ей уже не нужно даже делать порчи, они уже добираются, достигают, достаточно ей сказать одно слово. До 40 лет она должна служить силам, она должна закаляться, она должна стать колдуньей. Ее колдовство должно достигнуть совершенства. Это называется демонический уровень, когда она создает вокруг себя силу. И эта сила помогает тем людям, которые к ней обращаются. Когда достаточно о ней подумать, когда достаточно ее попросить, когда достаточно просить ее благословения, у человека получается то дело, которое человек планировал и хотел. Иногда говорят, что достаточно мне просто сказать, открыть душу, и у них уже эта работа начинает идти, и это дело получается. Это называется демонический уровень ведьмы. Когда она достигает того уровня, что ее слова, ее мысли становятся живые. Они обретают огромную силу. И тогда ведьма вправе уже делать то, что считает нужным. Не все, что вздумается творить, а делать то, что считает нужным. Потому что ведьмы, они очень адекватные, очень практичные люди. Они никогда не размениваются на всякую ерунду. Именно поэтому, если они что-то решили сделать, добро или зло, значит, так было нужно. И это было с благословения сил. После смерти ведьма становится берегиней своего рода. Она оберегает, обучает, ведет вперед свой род. Это и говорит о колдовстве, о силе рода, когда за твоей спиной сильные предки. Ведьма создает вокруг себя свой эгрегор, однако создает это не рекламой, не конкурсами кройки и шитья, не всякой фигней. Она создает это помощью людям, потому что сколько есть благодарности в ее сторону, столько есть защитной стены для нее. Она защищена этим всем. Даже люди, которые не скажут об этом, но они знают, что их жизнь поменялась после встречи с этим человеком, они уже мысленно ее благословляют и благодарят. Тот ритуал, который я хочу подарить вам всем, и практикам, и непрактикам, простым людям, может вызвать шквал, бури, негодование и прочее. Я знаю даже, что они скажут. Но я вам скажу, когда стоит вопрос о том, чтобы помочь простому человеку, мне абсолютно наплевать на то, что скажут. Я объясню, почему я настолько
хорошо и человечно отношусь к простому человеку. Потому что я прошла все то, что проходит каждый из вас в своей жизни. Я это все вместе прошла. И в тот момент, когда мне нужна была помощь, не было той руки. Я должна была это пройти. Мне это надо было, чтобы закалиться. Но вы, когда это проходите, вы озлобляетесь, вы устаете от жизни. Ваша жизнь становится похожа на ад. И я понимаю, что если я могу помочь человеку исправить, то я это сделаю. Если кто-то может сделать столько же для людей, сколько я, пусть делает это. Если не может делать, пусть не мешает мне помогать людям. Так будет очень хорошо и прекрасно. Так вот, очень многие приходят в ремесло для того, чтобы заработать. Таких людей я презираю, потому что ничего из себя не представляющие люди объявляют себя ведьмами, колдунами и поганят это ремесло. И естественно, понятное дело, что они, приходя в эту сферу как в бизнес, очень не любят тех, которые настоящие, пытаясь хоть как-то их убрать. Однако, судя по себе, что можно убрать конкурента, когда они по себе это судят. Они поступают как обычные люди. Но не понимают, что применить к колдунам и к ведьмам то, что можно применить к обычному человеку, весьма глупо. Поскольку у ведьм и у колдунов, и у любого человека силы есть та защита, которая невозможно пробить, невозможно забрать, невозможно уничтожить, и она всегда будет их защищать. Итак, этот ритуал называется «Призвать на помощь силу ведьмы». В данный момент мою силу, моих стражников. Пусть иди-ка ты там ешь. Давай. Иди туда. Для чего этот ритуал нужен? Дорогие друзья, я дарила вам столько ритуалов, я дарила за счет своей силы, за счет своей энергии, за счет своего здоровья и никогда не жаловалась. Я всегда говорила, что я сама выбрала это, и для меня это нормально, что так должно быть. Но иногда есть вещи, за которые нужно расплачиваться. Расплачиваться, если не деньгами, если не чем-то другим, то силой, определенной энергией. Энергией одного дня. Я думаю, что это вполне справедливо. Взять помощь в самую тяжелую минуту жизни, но при этом отдать энергии ей. Вы согласны со мной? То есть после того, как вы этот ритуал совершите, один день вы будете слабо себя чувствовать. У вас уйдет энергия ко мне. Но взамен вы от моих стражников получите помощь. То есть у вас решится та проблема, которая была неразрешимая. Проблема может любая быть. Не могу получить наследство. Хотят посадить. Пытаются выгнать с работы. А работа очень нужна. Не могу довести до чего-то, до финала определенное дело. Боюсь выкидыша, хочу сохранить ребенка. И так далее, и так далее. Конечно, более сложные вещи, которые должен делать только практик, вы этим ритуалом не исправите. Но вы исправите то, что касается лично вас. Когда вы хотите чего-то достичь, что-то сделать, довершить какое-то дело, но у вас не получается. Вот для этого ритуала, то есть для этого дела, для достижения такой цели этот ритуал подходит. Все остальные ритуалы, которые я вам дарю, за них расплачиваюсь я. Уходит моя сила, но помощь приходит вам, потому что я так решила. Этот ритуал дает мне силу, а вам дает результат. Потому что мои стражники, мои силы, мои духи, которые служат мне с рождения, еще до рождения, может быть, они вас слышат. Они вам дадут помощь, но взамен заберут силу одного дня.
которая нужна мне для того, чтобы иметь энергию. Чтобы создать эту стену энергии, которая мне поможет идти вперед и точно так же помогать вам дальше. Вот в этом ритуале нужно будет вот это отдать. Говорю вам честно изначально, поэтому решайте сами. Однако ваш самый сложный вопрос этим ритуалом решится. Заберут они эту силу сразу же или заберут после того, как все решится, это уже решать вам. Вы можете это сказать, озвучить. А может быть, эти силы сами решат, когда забрать. В любом случае, один день вы будете слабы. Если вы готовы быть один день слабыми и решить нерешаемый много лет вопрос, то можете делать этот ритуал. Вам нужно будет взять любую мою фотографию, где я одна, распечатать. Вам нужны будут свечи, либо черные, либо синие, либо коричневые, но темного цвета. Черная ткань, земля, обычная земля и вода. Да, еще вам нужно будет красная свеча, которую вы будете ставить после этого ритуала, каждый день гореть до того момента, пока не догорит эта свеча. Если эта свеча догорит в один день, значит, пусть она горит в один день. Но красная свеча должна догореть перед моей фотографией. Вы призываете меня, поэтому должен быть у вас мой образ. То, что я поставила сюда стражника, это для меня, собственно говоря. Для моего алтаря вам это не нужно. Все, что я вам перечислила, только это вам и нужно, понадобится найти. Вы начитываете заговор, потом льете воду на землю, ставите на подоконник. Когда земля высохнет, высыпаете ее на землю. То есть вы выносите и высыпаете где-нибудь под деревом. Когда ваша работа, дело получится, берете водку и 13 монет, подходите к любому дереву, можете в парк уйти, можете в лес, положите эти 13 монет, вылейте чуть-чуть водки под дерево, остальное ставьте рядом и скажите, что откупаетесь от сил ведьмы Инги. И уходите, значит, не оглядываясь. Итак, этот ритуал можно совершить любой день недели, любое время. Начнем. Вот примерно такой алтарь готовим и говорим. Я, знающая тебя, уважающая твою силу, почитающая твоих предков и грозных стражников твоих, обращаюсь к силе твоей и прошу твоих стражников услышать меня и во имя любви к тебе помочь мне в моем деле. Я обращаюсь к силе и роду Инги и прошу их помочь мне в деле моем. Признаю твою силу. Пусть твои стражники сквозь временные порталы проникнут в мою жизнь, услышат мою просьбу. Явись мне силой своей. Проникни в мою судьбу и помоги мне сейчас. Называйте просьбу. Что у вас случилось, что вы хотите, чтобы четко и ясно. Помоги мне выиграть суд, например, или помоги мне сделать то-то. Я впускаю силу ведьмы Инги в мою жизнь. Я прошу стражников ведьмы Инги помочь мне. А взамен отдаю частичку своей жизненной силы. Обмен справедливый, откуп будет уплачен, а просьба моя будет услышана и исполнена. Имя ее в черной книге, черной кровью написано, и дана ей власть нам помогать. Заклинаю и призываю силу ведьмы Инги. Заклинаю землей, водой, воздухом и огнем, югом, севером, востоком и западом. Позвольте силам ее помочь мне, а взамен берите частичку силы моей, как откуп. Да свершится. Заклинаю, заклинаю, заклинаю.
Если вас преследуют, если у вас судебные дела, если у вас нерешаемые проблемы, если у вас тяжбы, если у вас вражда, если у вас беда, все, что у вас есть. И если вы хотите, сразу, чтобы вам помогли. Еще раз говорю, то, что касаемо порчи, то, что касаемо того, что вас специально изводят, в этом вопросе вам поможет только практика. А если вам нужно решить проблему вот прямо сейчас, и вам это нужно, вы можете совершить этот ритуал. Я забыла зажечь благовоние, нужно благовоние любого запаха, то, что вы сами любите, то, что вам самим нравится. Красная свеча должна догореть. Но возьмите такую свечу, чтобы она догорела в течение дня. То есть не пришлось каждый день ее зажигать. Выливаем воду на землю. Оставляем землю на подоконнике, пока не высохнет. Потом высыпаем на землю. После того, как это все получится у вас, повторяю, 13 монет, водку. Под любым деревом чуть-чуть брызните туда водки, поставьте, положите монеты, скажите: откупаюсь от сил Инги. Отворачивайтесь и уходите. Вот мой вам дар и подарок. Подумайте хорошо и делайте тогда, когда очень необходимо. Всем удачи!